В счастье, гармонии и счастья. А мы с вами посмотрим солнечное затмение, которое будет 10 июня. В знаке зодиака Близнецы, то есть ответственный Меркурий. А Меркурий в данной позиции ретроградный. Но мы с вами знаем, что очень у многих людей в карте уже заложено при рождении ретроградный Меркурий, потому что Меркурий быстрая планета, и в год 3, а иногда и 4 раза идет в ретроградность, поэтому у очень многих людей в карте при рождении Меркурий ретроградный. Так что сама актуальность этого затмения, этого солнечного затмения в том, что очень многим она близка и понятна, вот такая энергия, когда Меркурий в ретрограде и вообще Меркурий. Что такое сам по себе Меркурий? А тем более, когда затмение происходит в этом знаке, под этим управителем, под Меркурием. Это наши мысли. А наши мысли – это наша что? Жизнь. Как ты мыслишь, так ты живешь. Если ты мыслишь несчастный, обиженный, не получается ничего, разочарованный, ты так живешь. Вот что такое Меркурий. Каждая планета важная. Посмотрите, что такое Меркурий. Это прям отталкиваешься в жизни. И если ты на все смотришь позитивно, не получилось, получится. Я еще раз попробую. Я другое что-то попробую. У меня всегда все получается. А если неправильно получилось, я опыт прошел. А если кто-то меня обидел, это не обидчик мой, это мой учитель. Я на этом примере научился чему-то. Ты по-другому живешь. То есть что такое Меркурий? Это мои мысли. То есть то, как я живу. И когда ответственный вот за это солнечное затмение, за этот коридор закрывается в Близнецах, то есть и еще и Меркурий здесь же, в Близнецах. Какая ответственность ложится на что? На мысли. На что? На коммуникацию, на информацию. Как ты ее воспринимаешь, как ты на нее реагируешь, откуда ты ее черпаешь, для чего ты ее берешь, как ты можешь со всем с этим справиться. Вот о чем это затмение. Причем это закладывается на следующие 18,5 лет. Ну, давайте поподробно все подробнее рассмотрим. Ну, смотрите, через сам этот Меркурий что может прийти? И тут же, смотрите, в это 10 числа также и новолуние, конечно же, в Близнецах. То есть что мы имеем? Мы имеем информацию, поток информации, которая захватывает нас. Но это как может быть из прошлого, потому что это Меркурий ретроградный, так и закладывается на новолуние планы новые, проекты новые, перспективы новые. Поэтому, конечно, возможности появляются, возможности. Вполне может быть из прошлого что-то не закончилось, какие-то отношения не закончились, но прервались, жизнь развела людей, она может их свести на это затмение. И могут продолжить то, что они не закончили, то, что они не завершили. Это проекты. Кто-то чем-то учился, чем-то увлекался, чем-то занимался, но по какой-то причине не получилось, ушли из этого проекта, тоже могут вернуться туда, где ты что-то не завершил. Экзамены, которые ты не сдал, тоже здесь могут быть. Продажи. У кого долго ничего не получалось, как-то не получалось что-то продать, это тоже здесь на этом солнечном затмении, на этом новолунии могут получиться продажи. То, что у вас давно-давно залежалось, у вас может это уйти. Новые идеи, новые предложения, новые возможности. Все через каких-то людей, как новых, которых вы можете встретить. Вы можете встретить на просторах YouTube. Вы можете встретить на другой какой-то онлайн-платформе. Вы можете встретить из источников, которые вы читаете. Это литература какая-то. Это
тоже может дать какую-то новую идею. Это статьи, лекции, которые вы посещаете, это какие-то семинары, где вы прослушиваете, люди, которые к вам придут, и идеи, которые к вам придут, как из настоящего, так и, может быть, из прошлого вернутся какие-то. То есть информация, люди, чтение, просмотры видео, передачи, лекции, семинары, общение – это все Меркурий делает. Все делает вот это солнечное затмение. Казалось бы, солнечное затмение в новолуние, то что-то ты завершаешь, и ты тут же что-то строишь, сразу какие-то планы строишь. Причем эти планы связаны с прошлым, немножко откуда-то ты их оттуда забираешь, откуда-то оттуда к тебе они приходят. Вот очень кто начинал какие-то дела и никак не получалось, то это может получиться. Смело можете доставать из своих шкафов залежи идей или вещей, или мыслей каких-то. Можно оттуда как-то взять и на сегодня их осуществить, если они остались актуальны, недоделаны. Ну что, могут появиться, говорю, кто-то из людей, которых вы потеряли, люди из прошлого, отношения какие-то. Это могут быть появиться к вам учителя, которые на вас когда-то произвели определенное впечатление. Вы можете столкнуться, вы можете встретиться, вы можете этих учителей ознакомиться с их каким-то новым методом, с новой какой-то их публикацией, с их литературой. То есть откуда-то из прошлого знания, которые существенно на вас могут повлиять. Бывшие работодатели могут пригласить вас. У них открывается новый проект, могут пригласить. Или бывшие работники могут к вам прийти и снова себя рекомендовать, снова себя предлагать свои услуги. Само по себе солнечное затмение, конечно же, происходит в соединении с Меркурием. Это обмен, это торговля, это обмен мыслями, идеями, товарами. То есть движение происходит. Всегда, когда задействован Меркурий, большой интерес проявляешь к жизни, большой интерес проявляешь к каким-то новым вещам. Ты становишься немножечко как по-детски любопытен к жизни, любопытен к событиям. Ты эти события к себе притягиваешь, ты эти события хочешь вытолкнуть вперед. То есть все, что даже чуть-чуть где-то у тебя застоялось, дает прогресс, идет вперед. Новые встречи, новые идеи, планы, перспективы. А также это солнечное затмение находится в очень гармоничном аспекте с Сатурном. И вот здесь большой, как говорится, сделаем акцент на это. Потому что с Сатурном гармоничный аспект это делает солнечное затмение. Что такое Сатурн, мы с вами уже знаем. Это система, упорство, ответственность, трудолюбие, серьезность, структурность, сконцентрированность, собранность. Это все с Сатурном. И представляете, Меркурий, солнечное затмение делает вот такой гармоничный аспект к самому Сатурну. То есть настолько все может в жизни закрутиться и поменяться, и развернуться совершенно в другую сторону. По самому Сатурну ты всегда собран, ты всегда сконцентрирован, ты всегда ответственный. И идеи, которые к тебе придут, и желание что-то сделать, у тебя приобретает структуру. Даже те, кто был немножко в таком состоянии, что иду по жизни, как иду, ты тут тоже можешь сконцентрироваться и даже какой-то себе по Сатурну план составить, схему какую-то себе сделать. Вот для того, чтобы это все свои мысли, все свои идеи собрать в кучу. Тоже такое может принести по такому стечению гармоничному, вот такому аспекту, результат может получиться хороший. Ты увидишь хороший результат, ты получишь такой значимый, благоприятный результат. Что-то из жизни уйдет, то, что уже отработало, то, что уже не приносит никакого удовольствия. Там, где есть застой в любом
в любой сфере. Это когда нет развития, немножечко, когда нет развития, то это застой. И любой застой идет в деградацию, немножко идет вниз. Оно постепенно. Вот так и в отношениях между людьми, вот так и на работе, так и по жизни. Вот если отношения, которые не развиваются, а уже на работе что-то, вот уже настолько все застряло, все на одном, что даже уже оно идет все равно вниз. Оно не может, любой процесс, он должен чуть-чуть развиваться. Так же, как в природе. Если дерево не начинает цвести, не начинает давать какие-то листочки, зелень, плоды какие-то, то оно, все, что оно, куда уходит? Оно уходит, сначала стоит просто, потом засохли веточки, потом засохнет ствол, ну и потом все, закончилось все развитие этого дерева, этой красоты. Вот так и в любых отношениях, в любом производстве. Все немножечко должно чуть-чуть развиваться, иначе. Поэтому вот то, что не развивается, то, что вот так вот стоит на месте, оно само по себе в этот период, оно от тебя как-то отпадет, оно уже не приносит никакой актуальности. Но в то же время, так как это гармоничный аспект с Сатурном. Сатурном это всегда что? Развитие, это что-то новое, это какие-то новые испытания, это какой-то ты проходишь новый опыт, это тебя толкает в жизнь, заставляет тебя поразмыслить, заставляет тебя набраться серьезности, ответственности. Поэтому, конечно, что-то отпадает, и на это что-то приходит всегда новое. Никогда не может быть замена одного и место пустое. Всегда сюда приходит что-то новое. И, конечно, желательно осознанно просто себе как-то увидеть свою жизнь, увидеть свои отношения, увидеть свои понимания ответственно в этот период. Потому что все, что даже гармоничный аспект с Сатурном, это ответственность. Так, что еще? Ну, солнышко, смотрите. Также солнечное затмение будет делать квадрат к Нептуну. То есть и конфликтность будет с Нептуном. Но по сравнению с тем, что это солнечное затмение делает гармоничный аспект к Сатурну, то эта квадратура к Нептуну, она не такая иллюзорная. Да, ты можешь пребывать, ты будешь думать как-то так, может быть, я ошибаюсь, а может быть, это не так, а может быть, эту информацию мне надо еще раз посмотреть, проверить, возможно, этот человек прав, а возможно... Да, ты можешь пребывать в этой иллюзорности, но гармоничный аспект Сатурна не даст тебе сильно много заблуждаться, выведет тебя на какую-то истину, тебе захочется докопаться до истины. Истина – это всегда первоисточник, не кто-то сказал, не где-то услышала, не кто-то принес какую-то информацию, а есть первоисточник. Либо ты звонишь и спрашиваешь в определенные органы, так, существует ли такой закон, как он работает, этот закон, или так ли это, или ты идешь в какую-то энциклопедию смотришь, или ты, если тебе, наговоры могут быть, наговоры, если тебя оговорили или оговорили твоего партнера, ты напрямую иди разговаривай с этим партнером. А вот так и так, а был ли ты там, была ли эта встреча, потому что я услышал, то есть говорить от первоисточника, не от того, что ты где-то услышал, кто-то принес, кто-то сказал. А ретроградный Меркурий делает наговоры, оговоры, чуть-чуть посплетничать, чуть-чуть похихикать, подсмеяться, а попадешься ли ты на это? И еще плюс квадратура с Нептуном, такая, знаете, затуманенность, такая иллюзорность, розовые очки, все смотришь через розовые очки. Встречи, если тут вот происходят такие встречи личного характера, они могут, да, немножко нести такой характер, я сам обманываться рад, это вот из этой серии. То есть какой-то явно видишь, что тебя человек обманывает, а ты сам это думаешь, пусть поиграется, пусть пообманывает, или я пусть сама пообманываюсь. То есть вот такая происходит это, когда идет квадратура с Нептуном. Как будто бы у тебя перенапряженное что-то, вот думать тебе не хочется. Прям как будто устал ты от каких-то знаний, от каких-то
мыслей, прям как будто расслабить их хочется. Это дает Нептун, квадратура с Нептуном. Степенность, спокойствие, перепроверить информацию, перечитать еще раз, позвонить, перезвонить еще раз, узнать. И даже в каком-то случае в письменном виде дайте мне такой ответ. Вот я пришла, и вам говорят, вот такого-то числа мы приедем, установим вам, ну там что-то, например, плиту, кухонную плиту. Дайте мне в письменном, пожалуйста, дайте мне в письменном виде дату, время, какой марки эта плита будет. То есть попросить даже вот так вот, потому что могут быть и здесь какие-то подвохи, но когда вроде есть в письменном виде заверение, то у вас какой-то есть козырь в руках, то есть тоже можно. Никакой в этот период, никакой эмоциональности. То есть я это принимаю решение эмоцией. Ой, как мне эмоционально. Принимаю только через осознанность по Сатурну. Потому что гармоничный, уже лучше некуда. Гармоничный аспект через Сатурн. То есть я принимаю все продуманно и через голову по Сатурну. То есть наладить отношения, услышать другого. Кстати, вот это вот солнечное затмение говорит о том, что научись Меркурий, услышать другую точку зрения, услышать другое мнение, найти общее что-то. Не в споре, не в эмоциях, а просто ответственно и через свой интеллект, осознанность. То есть разберись, пойми, все разные, и каждый по-своему понимает эту ситуацию. Ты просто в ней разберись и пойми другого человека, почему он так отреагировал. Найти общее решение и быть не только в этой ситуации, в любой ситуации, которая требует какого-то решения, не только быть учителем, я научу-ка, но и учеником, я услышу что-то новое, я тоже чему-то. Даже если ты учитель, я тоже чему-то от учеников научусь. Я что-то научусь от своих детей. Дети всегда умнее своих родителей. Всегда. Слушайте детей, учитесь у детей, прислушивайтесь к ним. Не я только учу тебя, но и я от тебя тоже учусь. И мы очень много учимся от своих партнеров, от своих детей. Мы тоже много у них берем, многому учимся. Ну и что еще? Конечно же, это солнечное затмение и новолуние, которое также будет 10 числа, все вместе. Под управлением, в знаке Близнеца, под управлением Меркурия. Это абсолютно о том, как принять правильно решение. Как принять правильное решение? Это тоже вот в это солнечное затмение, потому что последующие решения, которые ты столкнешься и тебе нужно будет принимать, как их принимать, как научиться принимать решения. Это Меркурий, абсолютный Меркурий, с таким чудесным гармоничным аспектом с Сатурном. То есть всегда, когда ты принимаешь решение, ты захочешь принять какое-то решение, ты должен быть расслаблен, ты должен быть успокоен. Если ты принимаешь решение в состоянии обиды, грусти, несчастный, какое ты примешь решение? Такое ты и примешь решение. Какой выход ты сможешь найти, когда ты сам несчастный, грустный, обиженный? Вот такое решение ты найдешь. Несчастным быть. Или обиженным. То есть абсолютно быть в расслабленном состоянии. Это солнечное затмение закладывается на следующие 18,5 лет. Просто вибрацию свою, вот энергию свою настроить. Любое решение, когда ты принимаешь, а по Меркурию ты принимаешь решение. Ты выражаешь свою мысль. Ты мыслью этой живешь. То есть мысль – это твоя энергия, а энергия – это твоя жизнь.
Следующее. Если ты не понимаешь, как себя вести, не знаешь, как принять решение. Бывает такое, не может человек, не знает, как принять решение правильно. Хочет правильно, не знает как. Возьми время. Всегда возьми время. Что такое гармоничный аспект с Сатурном? Бог времени. Посмотрите, как все понятно. Возьми время. Может быть час, может быть день, может быть неделю. А может быть просто посчитай до 10, и этого времени тебе достаточно будет, чтобы принять решение. Тонкости, абсолютные тонкости астрологии. Следующее, если ты перед решением каким-то или планы, которые ты хочешь вот сейчас строить, на новолуние ты строишь планы на следующие 18,5 лет, потому что это солнечное затмение. То есть, значит, не перекладывай ответственность ни на кого. Не ищи, чтобы тебе кто-то сказал твое решение. Это ни на родителей, ни на супругов, ни на своих детей, ни на какого-то друга. Не перекладывай. Абсолютно доверься себе. Когда принимаешь решение, я доверяю себе. На сегодня я так думаю, я себе доверяю. И это не манипуляция, что мне так сейчас выгодно. Я так сейчас это понимаю. Настолько честно быть самим собой. Я сейчас это решение принимаю, я так сейчас понимаю в данное время. Но даже если не так получится или вообще не получится, это мой опыт. Это не моя ошибка, это мой опыт. На этот момент я так думаю, возможно, это не работает. То есть ты заранее себя ни в чем не обвиняешь, ты к себе ничего. Ты имеешь право на какое-то неправильное решение, неточное решение. Ты заранее, но в данный момент ты так думаешь, ты так поступаешь. Это очень такое солнечное затмение и в Близнецах, и за то, что ответственный Меркурий, и Меркурий ретроградный, и гармоничный аспект с Сатурном, и квадратура выстраивается с Нептуном. Это абсолютная психология. Вот здесь так можно хорошо себя настроить. Настолько это Меркурий, это мысль, которую ты и будешь строить в планы, и принять любое другое мнение, и встреча с каким-то своим прошлым для того, чтобы что-то закончить. Настолько многогранно и очень интересно. Поэтому да, это солнечное затмение интересное. И даже вот то, что мы говорили, касается нашей собственной рутинной жизни. Но даже на мировом уровне мы увидим, откуда-то из прошлого придут какие-то проблемы, которые нужно будет решать дипломатией, коммуникацией, контактами, понять другую сторону, услышать другую сторону, найти что-то общее. То есть абсолютно вот здесь Меркурий себя проявляет в первой своей значимости. Это очень важная и значимая планета, то есть это наша коммуникация. То есть что в голове, то в твоей жизни. Как-то так. Бесконечно вас всех уважаю. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки, спасибо за комментарии и до следующих встреч.